Дорогие друзья, приветствую вас на новом уроке, на котором я хочу показать вам некоторые упражнения для глазомера и также, может быть, подам идеи для того, чтобы создать свои упражнения, чтобы вы сами смогли придумать какие-то упражнения для глазомера. Вы сейчас посмотрите, все сами поймете, на самом деле ничего сложного, вам не нужны никакие инструкции, как рисовать кружочки, как рисовать палочки. А, Можете рисовать любые фигуры, можете усложнять себе задачи. А, Не обязательно нужно рисовать похожие геометрические фигуры. Главное понять принцип. А, То есть вам нужно получить удочку, а не рыбку. И вы должны научиться ловить эту рыбку сами. Я немножечко в этом уроке покомментирую. В основном вы будете просто смотреть, и вы сами все поймете, как и что. Ну вот вы, наверное, уже все поняли. Нужно рисовать какие-то несуразные объекты и следом пытаться их очень точно скопировать. Способность передать пропорции на расстоянии, например, с натуры или с какого-то плоского объекта, например, с фотографии, на вашу палитру, на ваш рисунок, это и есть, собственно, функция глазомера. Друзья, а почему бы нам не попробовать скопировать не только объекты с четкими гранями, а еще вот с такими вот размытыми краями? Почему бы и нет? Давайте попробуем их тоже скопируем.
коллеги, а вот здесь я прошу прощения. У нас здесь появилось два глазика. Один побольше, один поменьше. К сожалению, когда я их рисовал, я забыл нажать кнопку «Включить камеру». Вот, ну, я вам сейчас так расскажу, что я сделал. То есть упражнение заключается в том, чтобы сначала нарисовать предмет поменьше, и потом точно такой же, но в увеличенном виде. Но так, чтобы это был точно такой же объект. Задачу можно усложнять до бесконечности. Вот сейчас я рисую губы. То есть сначала мы рисовали квадратики, какие-то непонятные фигуры. Можно начинать вообще с прямых, с каких-то кривых, повторять их кривизну. Вот сейчас я хочу нарисовать губы. То есть вы можете тренироваться сразу на объектах, которые видите на лице человека. Не обязательно это делать на каких-то абстрактных фигурах. Тренируйте свой глазомер сразу на участках лица. Глаза, губы, нос и прочее. Друзья, следующее упражнение, оно совсем необычно, скорее всего, вы о нем никогда не слышали и не догадывались. Мы рисуем губы, но мы их рисуем кверх ногами. Это нужно для того, чтобы вы отключили совсем понимание живости объекта, то есть губ. И эта живость у вас не доминировала над глазомером. То есть мы обостряем внимание на формах, на фигурах и отключаем понимание того, что мы рисуем полностью. Поэтому попробуйте нарисовать что-нибудь вверх ногами, затем перевернете и посмотрите, что у вас получилось. Можете нарисовать сначала просто линейный рисунок, а можете нарисовать полностью, раскрасить и затем посмотреть, что у вас получилось. Вот здесь вот как раз будет истинная проверка на ваш глазомер. Здесь у вас будет тренироваться именно вот тот оголенный, я бы сказал, такой математический глазомер, где вы соблюдаете кривизну всех линий, где вы соблюдаете их параллельность, где вы соблюдаете расстояние. То есть не математический, скорее геометрический глазомер. Такой неодушевленный. Я бы даже сказал, машинный такой глазомер. А затем перевернете и посмотрите, насколько он у вас точен. Дело в том, что когда вы рисуете как есть, не кверх ногами, то, возможно, ваше психологическое состояние будет доминировать
над вашим глазомером. А в таких случаях еще говорят «я так вижу». Так вот, чтобы этого недостатка не было, в данном случае, когда мы рисуем и учимся реалистичному изображению лица, то такие вещи, как «я так вижу», они здесь являются только недостатком, но никак не плюсом. Вот. Поэтому сейчас нам нужно развивать вот такой сухой глазомер. А далее я предлагаю посмотреть, как я рисую эти губы кверх ногами, абсолютно без комментариев.
Ну что ж, давайте перевернем и посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, по-моему, губы как губы. В общем, очень интересный способ. Попробуйте, я думаю, вам понравится. А теперь давайте попробуем нарисуем точно таким же методом глаз. Потом опять перевернем и посмотрим, что у нас получилось. То есть вы можете выбирать любые объекты и рисовать их вверх ногами. Начинайте с простых, потом усложняйте, усложняйте, усложняйте. Эти упражнения позволяют отключить вашу психологическую составляющую. Извините, что повторяюсь, хочется, чтобы это где-то у вас отложилось, зафиксировалось. Когда вы рисуете реалистичный портрет, я так вижу, надо отключать полностью. Нужно рисовать точь в точь, как натура или фотография, откуда вы рисуете. Один в один.
Ну вот и подходит к завершению рисования нашего глаза кверх ногами. Сейчас мы его перевернем и посмотрим, что у нас вышло, что получилось. Друзья, попутно по поводу глазомера хочу добавить от себя еще следующее. Глазомер измеряет не только какие-то геометрические фигуры, правильные и неправильные формы. Глазомер также может видеть и передавать информацию о тенях, полутенях, о цвете, той или иной интенсивности света или цвета. То есть все это работа глазомера. Не только соразмерность, пропорции и вот это вот все. Поэтому можете, вот это как бы удочка, вы можете придумывать себе упражнения на глазомер абсолютно какие угодно. Но если честно, скажу от себя, что свой глазомер я тренировал сразу на портретах и не терял времени на каких-то попутных упражнениях. Самое главное, каждый раз после того, как вы считаете, что рисунок закончен, нужно поиграть в игру. Взять фотографию, взять рисунок, который у вас получился, и найти отличия. Найти 5 отличий, найти 10 отличий, или если их много, найти все. Можете взять листочек бумаги, вырезать в нем кружочек или квадратик, приложить его к фотографии и точно такой же кружочек или квадратик приложить к своему портрету. Таким образом вы отключите все, что вы видели, и сконцентрируйте свое внимание на том месте, куда вы приложили листок с вырезанным квадратиком. И вы можете очень точно, подетально сравнить, все ли у вас так, как на фотографии или нет. И когда через сколько-то, может быть, сотен портретов, ну, наверное, даже десятков, сотен, я много сказал, сотен-то уж тем более, когда через несколько десятков портретов вы перестанете находить отличия, значит, вы научились очень точно копировать объекты с помощью глазомера и каких-то измерений, которые я показывал в уроках о построении. Друзья, на этом я свой урок заканчиваю. Предлагаю вам досмотреть до конца, как я переверну лист бумаги, и посмотреть, что у нас получился за глаз. Увидимся, услышимся в следующих занятиях.